Привет всем, друзья! Все те, кого еще не успела ослепить западная пропаганда в России, осознают реальную позицию страны на мировой арене. То, что происходит сейчас во внешней политике, иначе как западной истерией не назовешь. У некоторых лидеров государств и вовсе наблюдается самая настоящая агония от невозможности влияния ни изнутри, ни снаружи на политику России. Каким же невыгодным становится положение тех, кто вопреки гуманистическим идеям по отношению к своему народу продолжает ради призрачной общей идеи поддерживать санкции против Российской Федерации. Люди вынуждены уходить из своих домов, искать более безопасные и комфортные места для жизни. При этом в стремлении наказать непокорную Россию лидеры в первую очередь бьют по интересам своих же граждан, своей родины. Россия настолько самодостаточна и сильна, что все планы по разделу ее земель и ресурсов, все попытки внедрить своих засланных казачков под видом благородной оппозиции пресекаются сегодня на корню. Наши авторы неоднократно писали о том, насколько велика поддержка Запада для избранных, что готовы жертвовать чем угодно – интересами своей родины, своего народа в первую очередь, а далее своим здоровьем, репутацией, даже собственной безопасностью ради счастья и достатка за рубежом. Хочется сравнить их с женщинами, которые во времена СССР мечтали о жизни в Америке. Многие забывали свои корни, оставляя здесь пожилых родителей и даже своих собственных детей. И все лишь ради призрачного счастья. А ведь до сих пор остались те, которые думают, что лучше там, а не здесь, прикрываясь интересами русского народа. Но правда есть другое. Сегодня мы расскажем вам о предсказании известного православного писателя Юрия Воробьевского о будущем России, которое основывается не на откровениях и видениях, а на фактах. Вы узнаете новость, от которой даже у известных душегубов зашевелились бы волосы на голове. И какие бы теории заговора не существовали в мире, когда своими глазами видишь их воплощение в жизни, хочется знать подробности. А чего же обещали дальше, если сбылось все, что было сказано в начале? Итак, Юрий Юрьевич Воробьевский – истинный патриот России, общественный деятель и писатель, который внес неоценимый вклад в развитие духовности и нравственных ценностей, развеял мифы об идеалах демократии за рубежом и обличил истину текущей ситуации в мире. В интервью телеканалу «Царьград» Юрий Воробьевский рассказал о великой перезагрузке мира, обнародованной на Всемирном экономическом форуме еще в мае 2020 года, о которой сообщил сам принц Чарльз вместе с директором форума Клаусом Швабом. Свою миссию по созданию более сплоченного и устойчивого мира его высочество принц Уэльский осознал еще давно, 30 лет назад, и долгие годы в кооперации с сильными мира сего разрабатывал систему новой жизни и новой мировой экономической модели, что и представил на форуме. Она означает практически полный отказ от ценностей прошлого, а человек в ней становится звеном, обеспечивающим бесперебойную и устойчивую работу этой мировой экономической системы. Причем же тут Россия и золотой миллиард, спросите вы? Позвольте, обо всем по порядку. Я посвятил большую часть жизни восстановлению гармонии между природой человечества и окружающей средой. Это была трудная борьба, но уже пора перейти на следующий уровень, чтобы обеспечить наше будущее и процветание. Для этого нам необходимо развивать нашу экономическую модель. Я пришел к выводу, что нас сдерживает не недостаток капитала, а способ его использования. Мы поняли, чтобы двигаться вперед, нужно изменить парадигму, что вдохновляет на революционные и быстрые действия. Я начинаю инициативу по устойчивым рынкам при щедрой поддержке форума. Это новая основа на системном уровне, которая ставит рынки в основу миссии более высокого назначения. Другими словами, ставит людей и планету в центр создания глобальной стоимости для урегулирования рынков, генерирующих долгосрочную ценность за счет баланса естественного социального изменения, уровня систем человеческого и финансового капитала. Сложная формулировка принца Чарльза легко переводима на любой язык мира. Он сказал, что некая новая система, что он готов представить, будет рассматривать человека как не просто звено, но сам центр рынка. А баланс естественного социального изменения человеческого капитала есть не что иное, как естественные процессы жизни и смерти.
Проще говоря, каждый человек есть носитель определенного человеческого капитала. Это его уровень образования, развитие, производственная эффективность, то, чего он стоит в этом мире для принципиально нового общества с революционными ценностями. Если, согласно модели Чарльза, финансовый капитал будет находиться в балансе с человеческим, то люди лишь что-то из себя представляющие по маркерам рынка и своей полезности для него будут иметь место в этой системе. Но каким же тогда станет финансовое и социальное положение тех, кто по каким-то причинам не угоден для рынка, не имеет стоимости, не сможет быть полезен огромным корпорациям? Таких людей, кстати, миллионы, в том числе и в развитых странах. Что с ними будет дальше? Останутся ли они на земле? Вот какой вопрос был основным из тех, что не были заданы тогда. А вот продолжение. С нетерпением жду новых возможностей трудоустройства. Целые новые отрасли и рынки, основанные на устойчивом развитии, находятся в пределах нашей досягаемости с потенциалом беспрецедентного экономического роста. Для того, чтобы внедрить новую экономическую модель, перестроив существующую, Чарльз сказал, что потребуется принимать очень много смелых и реформаторских решений, так называемых творческих действий. А далее были озвучены аж 10 практических действий на пути к созданию модели устойчивых рынков. И если вы до сих пор наивно думаете, что хотя бы одно из них затрагивает ценности человека, что помогает всей этой системе не дать сбой, то вы ошибаетесь. Человек тут не более, чем сменная естественным путем рабочая сила. Основным приоритетом нового рынка принц Чарльз назвал годовой доход, получаемый из природных богатств. Якобы нужно все сделать так, чтобы перепрыгнуть коллективный прогресс и ускорить переходный процесс. Нужно выявить препятствия к переходу и устранить их, сказал принц. Тем людям, кто хочет пользоваться и быть частью такой устойчивой системы, он посоветовал скооперироваться для устранения любых препятствий к новой модели. С той знаменитой речи прошло несколько месяцев, и отец Чарльза, принц Филипп, 9 апреля 2021 года на 99-м году жизни покинул этот мир. Перед смертью он сказал очень интересные слова, о которых писали все газеты, в частности, издание «Комсомольская правда». В понятных целях некоторые слова мы заменили синонимами. «Если после своей смерти я перевоплощусь, — сказал Филипп, — то хочу стать смертельной силой, которая поможет решить проблему перенаселения». Казалось бы, неужели эта проблема может каким-то образом коснуться королевской семьи и элиты? Какая им вообще разница? Но оказалось, что может. И благородный принц Филипп, конечно же, переживал за своих потомков. Избыток населения по отношению к средствам существования оценивается сегодня как одна из ведущих глобальных проблем, и решается она двумя путями – это либо сокращение рождаемости, либо увеличение смертности, и третьего не дано. Писатель Юрий Воробьевский уверен, что золотой миллиард – это обоснованное ведущими исследованиями число жителей на планете, при котором каждому из них будет возможность жить в абсолютном комфорте и достатке. Вероятнее всего, это экономически выгодные люди для новой модели мира с так называемым высоким человеческим капиталом. Они полезны обществу и не отягощают его, не творят беззаконий и четко знают свое место в иерархии нового мира. А самое интересное то, что по данным ученого, Россия и ее граждане не вошли в число благоприятных людей по оценкам властителей мира. То есть высшая цель – это миллиард, среди которого нет русских. А это значит, что мы по решению сильных мира сего находимся в списке уже мифических на сегодня 7 миллиардов. Мифических почему? Потому что официальные данные утверждают, что население планеты 7,9 миллиарда человек, но так как уже давно и планомерно план введен в действие, то возможно, что осталось гораздо меньше. Американский публицист Джон Коулман, автор 11 книг и бывший сотрудник британских спецслужб, аж в 1992 году издал книгу под названием «Комитет 300», в которой подробно описал Ротшильды, Римский клуб и другие влиятельные международные структуры и организации объединились для решения вопроса перенаселения и инициировали глобальное исследование ресурсов Земли и ее возможностей. По итогам, могущественная секретная организация с представителями элиты, насчитывающая примерно 300 человек, приняли решения, которые коммунистическими назвать нельзя. При этом внутри обозначили это решение лучшим для общего мирового блага.
Решение о золотом миллиарде угодных, самых умных, здоровых и полезных людей. Но как же узнать, спросите вы, кто угоден? Для этого, по данным Колмана, людей разных государств поставят в условия, где они сами решат свою дальнейшую судьбу. Русское население стали планомерно подпитывать табаком и алкоголем. Началась пропаганда разврата и беззаконий там, где это могло возыметь эффект. Мусульманские страны алкоголем не взять в силу религиозных убеждений. Людей горячей крови можно было спровоцировать на войны и противостояния, что и было сделано. В условиях плохой экологии различных вирусов и бактерий сильные и закаленные организмы выживают и продолжают свое поколение, а слабые, к сожалению, уходят. И не нужно 7 пядей во лбу, чтобы понять, в такой системе не подверженные пагубным привычкам люди, стрессоустойчивые и неконфликтные, имеют больше шансов на то, чтобы войти в общество будущего. Но все равно, согласитесь, нужно иметь определенный склад души или не иметь ее вовсе, чтобы позволить себе решать за Бога и дьявольски искушать слабых, считая, что цель оправдывает средства. Люди не боги, и все их планы и решения в любой момент могут потерпеть фиаско, а планета преподнести любые сюрпризы. Согласно предсказаниям старцев, Россия станет не только местом спасения миллионов, но и будет выбрана жребием Божьей Матери. А это значит, что никаким планом о золотом миллиарде, в котором русским место не отведено, не суждено будет сбыться. Искусители ответят за свои действия перед Богом. А вы что думаете о предсказании писателя Юрия Воробьевского о золотом миллиарде? Реальны ли цифры о населении Земли или на самом деле его уже гораздо меньше? Верите ли в то, что Россия станет местом спасения и оплотом людей будущего, или дерзким планом суждено сбыться? Давайте обсудим в комментариях. Не забудьте поставить лайк, если этот ролик был для вас интересен. Подписывайтесь на канал и переходите на сайт, где без рекламы читайте статьи о будущем. И смотрите подборку интересных вам видеороликов о том, что нас ждет. Спасибо за внимание. До новых встреч!